Ага, кликнул на видос. Хочешь проверить, насколько крепка твоя дружба или твои отношения? А может наоборот, ищешь повод избавиться от надоевших приятелей? Этот видос для тебя. В нем 15 игр, которые покажут истинное лицо твоих близких. Одни заставят подозревать всех во лжи, другие доведут до крика на кухне, третьи просто взорвут мозг неожиданными предательствами. Впрочем, какие-то из представленных игр могут даже укрепить отношения. Кто знает. Пиши в комментах, из-за какой игры ты реально ругался с друзьями. Очень интересно узнать ваши истории. Ну и поехали разбирать нашу подборку разрушителей дружбы. Among Us. Начинаем с классики предательства. До 15 игроков, космическая мафия в реальном времени. Выполняем задания на корабле, пока предатели, они же импостеры, пытаются всех убить и не попасться. Уровень опасности для дружбы критический. Эта игра превращает самых милых людей в параноиков и мастеров обмана. Тут, как в мафии, кто-то полчаса убеждает всех в своей невиновности, а потом выясняется, что он предатель и врал с самого начала. Коварный момент в Among Us — это момент экстренного собрания. Все сидим, смотрим друг на друга и понимаем, сейчас кто-то из лучших друзей попытается подставить остальных. Когда тебя выгоняют за подозрительное поведение, хотя был невиновен, это больно по-настоящему. Рассорит точно, если кто-то из компании слишком хорош во вранье. Укрепит, если все понимаем, что это игра, и вместе смеемся над своими детективными провалами. Gang Beasts. Полная противоположность. Никакой стратегии, только хаос. До 8 желеобразных бойцов дерутся на самых опасных аренах. Управление здесь настолько корявое, что половина предательств происходит случайно. Пытаемся спасти друга, а получается сбросить его в мясорубку. Или наоборот, случайно хватаем того, кто уже почти выиграл. Самые эпичные моменты случаются на финальной арене. Представь, остались двое лучших друзей на узкой платформе над пропастью. И тут один из них должен проиграть. Именно в эти секунды узнается, кто друг на самом деле. Отпустит ли он первым или будет биться до конца. Уровень опасности ссоры, пожалуй, средний. Все понимают, что это просто веселая мясорубка. Но когда тебя в 5-й раз подряд сбрасывают с грузовика в последний момент, начинаешь что-то подозревать. Пик. Свеженькая. Действительно проверка дружбы. Пик — это дуо-альпинизм. Два скалолаза связаны веревкой и должны вместе добраться до вершины. Каждое неловкое движение одного игрока может погубить обоих. Один не рассчитал прыжок, летим вниз и теряем полчаса прогресса. Здесь нет случайностей, только наши ошибки и их последствия. Особенно болезненно, когда видим, что партнер делает ошибку, предупреждаем его, а он не слушает. Минута, и лучшие друзья превращаются в горных гидов, обвиняющих друг в друга в некомпетентности. Уровень опасности, неоднозначный. Либо становимся командой мечты и гордимся совместными достижениями, либо начинаем обвинять друг друга в каждом падении. Золотой середины тут нет. Overcooked 2. Кухонный ад для тех, кто думает, что умеет работать в команде. До 4 поваров пытаются готовить заказы в самых безумных условиях. Уровень стресса здесь зашкаливает. Кто-то сжег мясо, кто-то забыл помыть тарелки. Время поджимает, заказы копятся. И тут обязательно найдется тот, кто начнет командовать и раздавать указания. После финала катки начинается самое интересное. Просмотр каждого проваленного уровня. Кто должен был порезать лук? Почему никто не следил за плитой? Я же сказал, помойте тарелки. Игра превращает друзей в строгих шеф-поваров, которые разбирают каждую ошибку. И не дай бог кому-то сказать, да это же просто игра. Опасность для дружбы максимальная. Либо становимся слаженной командой поваров, либо начинаем обвинять друг друга в каждой сгоревшей котлете. Мы в семье ссоримся и на реальной кухне, и на уровнях Overcooked временами. Liar's Bar. Карты, кости, 2 ствола и бутылки с ядом. Мне игру попробовать пока не довелось, но стримы по ней меня развлекали. В чем суть? Играем в карты или кости, можем блефовать, если поймали на вранье, стреляем из револьвера по принципу русской рулетки или выпиваем бутылек с ядом. Механика простая, но психологическое давление держит в тонусе. Все знают, что все врут, но когда именно и кому верить? Стримеры устраивали в игре настоящие шоу с эмоциями, обвинениями, истериками. Самое то для проверки дружбы со своими корешами, я считаю. Уровень опасности средний. Все зависит от того, как твоя компания относится к блефу. Кто-то смеется над своими фейлами, а кто-то реально обижается на постоянное недоверие. Фазмофобия. Уже легенда, в общем-то.
Охота на призраков до 4 игроков. Исследуем дом с паранормальной активностью, собираем улики и пытаемся выжить. Казалось бы, кооперативная игра, все против призрака. Но когда просишь друга подождать тебя, он убегает, оставляя 1 на 1 с привидением, или когда кто-то по приколу выключает свет в самый напряженный момент, или наблюдение по камерам бестолковой инфы тиммейтам. Я долго не мог поверить, что игра может поссорить кого-то, она ведь дико угарная. Но если в компании есть слишком серьезные ребята и одновременно любители пранков, то пиши пропало. Если же вайп у всех один, то будет либо супер смешно, либо полезно для отношений. Помогаем друг другу и делимся страхом. Совместный ужас, как ни странно, сближает. Party Animals. Как-то упоминал эту игру в одном из видосов. Милые зверюшки устраивают тотальную бойню. До 8 игроков, физика приблизительно как в Gang Beasts, но с более разнообразными режимами. Здесь есть и командные режимы, где нужно сотрудничать, и режимы, где каждый сам за себя. Игра обманчива своей милотой. Смотришь на этих пушистых котиков, панд, крокодильчиков, думаешь, ну что может пойти не так? А потом твой лучший друг в образе милого хомячка швыряет тебя в пропасть в последнюю секунду матча. Контраст между внешностью персонажа и жестокостью действий добавляет какую-то особую пикантность предательством. Опасность рассориться тут средняя. Есть подводные камни. Когда кто-то начинает слишком серьезно и агрессивно играть в это, то выглядит несколько странно. Little Company. Мы космические мусорщики, исследуем заброшенные индустриальные луны, собираем металлолом и спасаемся от монстров. До 4 игроков, кооператив на выживание. Главная фишка — Proximity Chat. Слышим друг друга только на близком расстоянии. Поэтому, когда кто-то кричит «Помогите, меня преследует монстр», его голос становится все тише и тише. Здесь проверяется настоящее товарищество. Одно дело сказать «я за тебя в огонь и воду», другое — реально вернуться на базу за товарищем, когда там бродят смертоносные существа. Или когда квота не выполнена и нужно рискнуть. Кто останется на корабле в безопасности, а кто пойдет за лутом в последний раз. Рассорить игра может, если в компании есть трусы, которые бросают команду при первой опасности. Укрепит отношения, если все готовы рисковать собой ради спасения товарищей. Goose Goose Duck. Among Us с гусями. Больше ролей, больше хаоса, больше возможностей для предательства. До 16 игроков. Здесь каждая роль имеет уникальные способности. Можем быть детективом, убийцей, защитником, дуэлянтом. Разнообразие ролей создает еще больше поводов для подозрений. Самое болезненное, когда получаешь важную роль вроде детектива или медика, а команда тебе не доверяет и казнит. Или когда играешь за защитника, героически спасаешь кого-то, а все думают, что ты убийца, который неудачно атаковал. Добрые дела в мире гусиной мафии часто наказываются. Опасность высокая, игра более сложная, чем Among Us, поэтому больше возможностей для обид. Особенно, когда кто-то использует свою роль не по назначению и подводит команду. Kitchen Wars. Еще одна кухонная катастрофа. Готовим еду в команде, но с более бесшабашным геймплеем, чем в Overcooked. Основное отличие: здесь можем не только готовить сами, но и мешать противникам, красть ингредиенты, ломать оборудование, устраивать настоящие кулинарные войны. Здесь саботаж — это официальная механика. И тут начинается самое интересное. Этот помидор ты украл случайно или специально? Плита сломалась сама или кто-то помог? Паранойя нарастает с каждым пропавшим ингредиентом. Начинается как веселая готовка, а заканчивается взаимными обвинениями в саботаже. Уровень опасности высочайший. Ну или просто для меня все игры про готовку какие-то слишком конфликтные. West Hunt. Социальная дедукция в сеттинге вестерна. Проще — мафия в стиле Дикого Запада, где шерифы ищут преступника среди жителей городка. Преступник может маскироваться под любого жителя, подкупать свидетелей, отравлять воду. Шериф же собирает улики, опрашивает горожан и пытается вычислить злодея до того, как тот ограбит банк. Атмосфера Дикого Запада добавляет киношного драматизма каждому решению. Когда шериф подозревает не того жителя и арестовывает невиновного, а настоящий преступник смеется в усы, или когда в роли криминального элемента выстраиваешь идеальный план ограбления, а тебя закладывает подкупленный свидетель. Условия «рассорит» или «укрепит дружбу» похожи на Among Us или Мафию. Игра в схожем жанре. Эвиль.
Снова социальная дедукция. На этот раз в готическом сеттинге. До 12 игроков, днем голосуем, ночью убиваем. По сути, та же мафия под другим соусом и с некоторыми обновлениями. Здесь есть роли, которые могут кардинально повлиять на ход игры. Контрабандист, алхимик, медиум, некромант и другие. Каждая роль по-своему интересна. Готическая тематика создает свою атмосферу. Когда священник благословляет кого-то, а тот оказывается убийцей. Когда детектив вычисляет преступника по всем правилам дедукции, а команда ему не верит и казнит невиновного. При должном погружении мрачный сеттинг заставляет воспринимать каждое предательство особенно болезненно. Опасность ссоры тут аналогичная мафии. Репо. Еще один свежачок, относительный. Репо гремело весной. В ней мы играем за грабителей, проникаем в здание, избегая монстров и собирая ценности. До 6 игроков стелс-кооператив. Здесь важна скрытность и планирование. Один неосторожный шаг может привлечь всех монстров в команде. А если кто-то решает действовать в одиночку и подставляет остальных, стелс-игры жестоко наказывают индивидуалистов. План был идеальный. Тихо зашли, тихо взяли все ценное, тихо ушли. Но обязательно найдется тот, кто решит схватить что-то вне плана. Срабатывает сигнализация, прибегают все монстры, миссия провалена. И начинается разбор полетов, иногда на повышенных тонах. Но такого, чтобы прям дружбы рушились, я не встречал. Игра учит работать в команде и очень болезненно наказывает за индивидуализм. Так что я бы сказал, что она скорее полезна. Stick Fight The Game. Отставить дедукции, игры с планами и прочие тактическо-психологические заморочки. Простые стикманы, простые махачи, простое веселье. До 4 игроков, каждый сам за себя. Управление элементарное, физика предсказуемая, но местами не без сюрприза. При этом тут не скажешь, да это игра глючная. Проигрываем чаще всего по делу. Простота стикфайт вообще обманчива. Когда все механики на поверхности, каждое поражение это исключительно вина игрока. Нет сложных комбо, скрытых механик, нет лага. Есть ты, человек-палка и твоя способность или неспособность нормально драться этой фигуркой. И когда один игрок постоянно выигрывает, а остальные могут начать подозревать его в читах или тайных тренировках. Но это я драму раздуваю удержания ради. Опасность ссоры исключать нельзя, но вероятность низкая. Игра просто отличная для хороших боев в классной компании. Дедукто. Социальная дедукция в офисной, ну и вообще рабочей среде. До 10 игроков со скрытыми ролями предают коллег и выясняют, кто крыса среди сотрудников. Механика построена на недоверии и обмане в рабочем коллективе. Кто-то саботирует проекты, кто-то честно работает, и всем нужно вычислить предателей среди коллег. Офисно-рабочая тематика делает процесс особенно пикантным, ведь происходящее в игре — это зеркало реальности. Никаких диких западов, готических антуражей и прочего фантастического киберпанка. Простая наша реальность, разве что с угловатой графикой. И когда сотрудника увольняют в окно небоскреба, тут и обидеться можно, знаете ли. Чаще всего в нее играют вроде с рандомами в инете, но попробуйте поработать в дедукто с друзьями. Чаще всего это угар на грани ссоры. Итак, 15 игр для проверки дружбы. Подожди выключать видос, дай завершить нормально. Что там по сценарию дальше? Главное правило, помним, что это игры. Да, они могут вызывать реальные эмоции, но в конце вечера давайте таки попробуем оставаться друзьями. Пишите, во что уже играли, что стоит добавить к списку и какие игры поссорили вас с вашими близкими. Ну или наоборот, укрепили отношения. Мне супер интересно. Лайк, подписка, колокольчик прожатый, все по желанию. Просто знай, что мне это очень приятно. А для алгоритмов YouTube еще и знак полезного и классного контента. Спасибо за досмотр до конца. До новых встреч. Пока-пока.